Kabullenemiyorsun değil mi duygularını? Sen değil miydin bu evlilik kağıt üstünde kalacak diye anlatan? Deniz seni görmeseydi gitmeme izin verecek miydi? Cihan beni görmeseydi gidecek miydi? Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что произойдет в новой серии. Что произойдет, когда Кая и Нари узнают тайну Джихана и Садаката? Откажется ли Кая от зелен? Почему он встречается с Нари Шахин? Смогут ли Кая и Нари сохранить этот секрет? Узнает ли Экмел, что Баран – ее сын, а Денис – внук? Узнает ли Аля этот большой секрет? Что сделает Джихан, чтобы Аля не узнала секрет? Что произойдет между Майн и Джиханом? Разозлит ли Джихана кризис ревности Майн? Почему Аля не решила, идти ей или нет? Если бы Денис не увидела Джихана в аэропорту и не побежала к нему, называя его дядей, ушла бы Аля. Если бы Джихан Аля попыталась уйти, попытался бы он ее остановить. Признаются ли Аля и Джихан в своем интересе друг к другу? Начнет ли госпожа Садакат смягчаться по отношению к Алие? Сможет ли Экмел сбежать из больницы? Будет ли раскрыто, что Демир помог Экмелю? Обо всем этом и многом другом в этом видео. Если вы хотите, чтобы Аля и Джихан понравились друг другу больше и влюбились, признайтесь в этом скорее и живите очень счастливым браком. Если вы хотите, чтобы страх Садакат Ханем перед Экмелем закончился со смертью Экмела, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. А теперь перейдем к нашему анализу, наслаждайтесь. Когда Джихан понимает, что не может успокоить Каю и Нари, его мать Садакат убеждает его, что он должен рассказать им эту правду. Когда он и мисс Садакат расскажут Кае и Наре эту правду, они оба будут шокированы. Они оба будут злиться и попытаются разобраться в ситуации. Джихан убедит их сохранять спокойствие и не ослушиваться его. Когда госпожа Садакат спросит, будут ли они продолжать любить эту девочку и этого мальчика после того, что вы узнали, обоим будет трудно ответить. Кай разозлится еще больше, чем Нари, позвонит Зерин и скажет ей, что эти отношения окончены. Зерин будет очень расстроена и заплачет, когда из-за греха отца потеряет любимого мужчину. Ее утешением станет ее старший брат Шахин, которому пришлось пережить ту же боль. Шахин смирился с тем, что им придется держаться подальше от Нари, но они по-прежнему очень любят друг друга. Если бы они знали, что сделал их отец, они бы подумали, что Нари и Кая были правы в своем отношении. Она встретится с Шахином в Наре и скажет ему, что они больше не могут быть вместе, и что она не хочет видеть его здесь, и попытается увести его из Мардина, чтобы его брат и сестра не становятся убийцами. Поскольку Шахин не знает ситуации, он не захочет, чтобы время было потрачено впустую из-за его отца. Слова Нари так сильно ранят Шахина, что он, возможно, уедет из Мардина вместе со своей семьей, не оглядываясь назад. После этого разговора Нари очень расстроится и заплачет, но она выдержит, потому что хочет, чтобы любимый ею мужчина жил, даже если он будет далеко от нее. Нари и Кая постараются поддержать своего старшего брата Джихана в этом вопросе и оставить его в покое, а также постараются крепко сохранить эту тайну, которую узнали. На данный момент Экмел будет искать только способ избежать смерти и не возвращаться в тюрьму, не подозревая, что Баран – ее собственный сын. Если он узнает, что Денис – его внучка, он не захочет оставлять ее семье Альбора. Если такая ситуация возникнет, это может привести к апокалипсису. Хотя Аля не хочет отдавать своего сына кому-либо, Джихан будет рядом с ней и сделает все возможное, чтобы защитить их обоих. Когда Аля, Нари и Кая внезапно успокоятся и во всем согласятся с Джиханом, Джихан поймет, что они тоже узнали то, что он скрывал. Как только он это поймет, он начнет давить сначала на Джихана, а затем на Нари. Но он ничему не научится ни у одного из них. Если Джихан не научится, ему придется иметь дело с трюками, в которые он попадает, потому что считает себя аутсайдером.
Джихан будет постоянно держать Алью подальше от разговоров на эту тему и будет проводить исследования по этому вопросу за секретными дверями, чтобы она не узнала. Поскольку Аля не из тех, кто сдастся, пока не разгадает эту тайну, Джихан постарается решить проблему как можно скорее. Когда Майн узнает, что Аля не ушла, она снова впадет в ревность и попытается потребовать объяснений от Джихана. Он спросит, почему вы помешали ему уйти, и скажет, что вы были с ним не одни. Продолжая говорить, Майн начинает переходить границы и злить Джихана. Джихан очень рассердится на Алью, сказав ей, что она не одна и что это не ее дело, и что она никогда не должна приходить к нему еще раз об этом вопросе. Услышав это, Майн может понять, что она действительно потеряла Джихана, и впасть в депрессию, став еще более опасной. Он попытается сблизиться с Алей и придумать, как разлучить ее с Джиханом. Аля бежит в аэропорт, идет на паспортный контроль и там колеблется, идти или нет. Эти колебания должно быть вызваны тем, что Джихан такой хороший человек. Она не сможет уйти из-за Джихана, который постепенно начинает проникать в самые потаенные уголки сердца Алии. Когда он думает о том, что он сделал для себя и своего сына Дениза, он понимает, что Джихан действительно ценит их и заботится о них. Даже если бы Дениз не побежала к Джихану и не обняла его как дядю, Аля не смогла бы поехать по причинам, которые я перечислил. Хотя он и предупреждал людей мира не вмешиваться до последнего момента, его сердце не позволяло ему уйти, и я думаю, он бы позвал их в тот момент, когда они решили уйти. Конечно, Дениз, увидев Джихана, предотвратила все это. Джихан и Аля не будут задавать друг другу эти вопросы и отвечать на них. Джихан на самом деле медленно говорит Алие, что они очень ценны для него и что он счастлив, потому что делает их счастливыми. Аля также просматривает вещи Джихана, чтобы узнать о нем больше, и то, что она находит, указывает на признаки ревности. Но никто из них пока не признается, что влюблен друг в друга. Они не будут торопиться с этим, если только Джихан не будет вынужден открыть свое сердце из-за ситуации, связанной с вопросом Экмеля. Несмотря на то, что госпожа Садакат крайне враждебно настроена по отношению к Алие, она начнет смягчаться и заботиться о счастье своего сына, когда увидит интерес Джихана к ней. Конечно, вместо того, чтобы сразу же проявить хорошее поведение по отношению к Алие, он постарается не говорить много о ее действиях и желаниях. Аля может это заметить и показать, что она готова сохранять спокойствие и идти на компромисс. По крайней мере, он сделает это, чтобы Джихан не расстраивался. Если Экмел удастся сбежать из больницы, она попросит о помощи, заставив своего сына Шахина присоединиться к ней в этом побеге. Шахин, возможно, захочет увезти своего отца отсюда и поселиться в городе подальше от Альбараса. Но в то же время, когда он пытается сбежать, он может привлечь внимание охранников, ожидающих у его двери, и его могут поймать и отправить обратно в тюрьму. Если он вернется в тюрьму, Джихан наймет человека, который убьет его прямо здесь и сейчас. На самом деле, он захочет отомстить за то, что он заставил пережить свою мать. Если Экмеля поймают, он также может сдать человека, который ему помог, и выдать Демира. Конечно, если его планы сработают и его не поймают, то то, что Демир ему помог, станет известно только в том случае, если записи с камер будут опубликованы людьми, помогавшими ему в больнице. План Демира состоит в том, чтобы поставить Джихана в трудное положение, отстранить его от руководства племенем и занять его место, поэтому он встает на сторону тех, кто против него, и постоянно хочет вырыть ему яму в спине. Как вы думаете, тайна леди Садакат будет раскрыта? Узнав секрет, совершит ли Кая что-нибудь безумное и попытается ли убить Экмеля в больнице? Узнает ли Аля, что скрывает Джихан? Начнется ли роман Алии и Джихана? Будет ли Экмел убит полицией во время побега? Откажется ли Шахин и Нария от своей любви? На этом мы завершаем наш анализ. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы получать больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.